Всем привет, меня зовут Сэмми Джабраиль, и я хочу рассказать вам свою историю. Авария произошла немного более года назад на трассе Скандинавия. Я ехала со своим другом, и нас занесло в отбойник, вследствие чего мне оторвало ногу там же на месте. Переломала тело, нас нашел дальнобойщик. Помню, что помогала перевязывать жгут. Вот, помню, что друг сидел с моей ногой оторванной. Мы в надежде, то есть мы рассчитывали на то, что ее могут пришить. Вот, наверное, он боялся, что она потеряется или испачкается, или еще что-то. И когда нас привезли в ближайшую больницу, это Выборг, вот, потому что Питер был далеко, крови почти не осталось. 2 или 3 операции в этом городе были, в Выборге. Часов 10, по-моему, 13 длилось. И было еще непонятно, выживу или нет. Месяц я пролежала в больнице Джанелидзе, это Питер уже. Меня перевезли туда на вертолете, я этого не помню, я была 6 дней в коме. Непонятно было вообще, очнусь или нет, но очнулась. Ты не столько ощущаешь боль, сколько жуткий страх больше не увидеть своих близких. То есть вот именно такое, не просто потерять жизнь, нет, а вот именно никого больше не увидеть, от этого было очень грустно. Вот. И, конечно, когда уже я потеряла сознание и пришла в себя после комы, естественно, я очень сильно обрадовалась. Потому что я просто сразу поняла, что я выжила. У меня была мама рядом, но я решила, что ее нужно сразу отправить обратно, потому что ей было тяжело. То есть, а мне было еще сложнее видеть ее. Вот. Поэтому маму я отправила обратно. Все, не хочу. Сейчас, подождите. В общем, это не всегда так на самом деле. Иногда получается не плакать. Маму я отправила обратно, потому что я понимала, что ей тяжело это видеть. И я знала, как болит ее сердце. Как у любой матери, наверное. Не представляю, что она чувствовала. А потом месяц я пролежала, мне разрешили сесть, и меня выхаживали мои подруги полгода. Во всем этом, наверное, самое сложное — потерять какую-то такую былую активность, что ли, которую я пытаюсь восстановить, потому что очень много не дается тебе так, как прежде. Это самая такая большая потеря, наверное. Теперь я хожу. Пожалуйста. Протез мой. Я всегда говорила и писала об этом, что надо быть просто добрее, не бояться смотреть, потому что люди очень часто отводят глаза, когда видят тебя на коляске. То есть, по сути, ты просто в кресле, то есть, ничего не изменилось. Девочка, да, девочка, но в кресле. Не стоишь, не идешь, а в кресле. А взгляды отводят, это я вижу. Стараться не бояться, наверное, все-таки стараться хотя бы, потому что мне самой страшно, ребят, правда. Самой страшно, а когда люди боятся, страшнее еще больше. Я была на стадионе всего лишь 1 раз, и это было очень давно. Я знаю о «Зените», что это одна из самых известных команд России. Вот, знаю пару фамилий. Тёпа. Был такой? Есть. Вот. Я думаю, что мне поразит масштаб, на самом деле. Не сомневаюсь в условиях, если честно, на данный момент. Прошу вас. Как красиво, господи! Я думаю, что это такой шквал будет просто эмоций. Мощь такая. Тем более я буду в компании своих друзей. Вот, мы будем весело поддерживать хором. Здравствуйте. Вам помочь проводить? Нет, спасибо большое, мы сами. Я думаю, нам помогут, у нас там целая коалиция. Мне кажется, что вообще такие площадки, они для этого и созданы. То есть ты с этой целью туда приходишь, чтобы тебя наполнило вот это великолепное чувство, необъятное. Наш петербургский «Зенит». Поехали! После таких мероприятий всегда очень много эмоций. Что там? Какой пупсик, привет! Я пока здесь находилась, я не боялась. Это здорово, потому что обычно всегда боишься. То есть ты боишься, что тебя заденут, а людей очень много, они все видят, особенно когда ты на коляске, ты ниже, тебя не слышат и не видят. 50 000 человек, с ума сойти, это очень много. Я думаю, что меня будет оглушать этот шум. А там будет волна. Кто-нибудь делает такие штуки, да?
Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Как так? Здравствуйте! Очень рада знакомству с вами. Меня зовут Сэмми. Вы очень большой. Я думаю, что за вами, как за каменной стеной. Это здорово. Скала. Вот, я ему выразила свое восхищение, пожала его крепкую большую мужскую руку. Ай, как здорово! Как он злостно кинул этот мяч, вы видели? Вот прям вот швырнул его, я бы сказала. Представляешь, сколько человек они собрались? Такое единство. Хоть где-то же должно быть это единство. Давай, 14-й, давай. Футбол для меня это космос. Ой. Много. И пошел. Хорош. Я знаю, что у вас тут условия есть хорошие достаточно для людей с нарушением зрения. Вот, у вас есть такой человечек, комментатор, который объясняет весь ход матча, рассказывает и ведет его, да, для того, чтобы людям было понятно, что происходит на поле. Вот. И еще особые условия для слабослышащих. Да, и это тоже очень здорово, потому что, как я знаю, вы единственная команда в России, которая это делает. И это супер. Ребята, друзья, если вы, как и я, хотите посетить подобный матч, такое интересное мероприятие, то вам нужно зайти в специальный раздел на сайте футбольного клуба «Зенит», и там будут все указания, все ответы на ваши вопросы. Ссылка в описании. Я думаю, что будет очень хорошо. Ну, потому что это такой стадион большой. Ну, как? Это же «Зенит». Такая тарелка большая, красивая. Матч окончен со счетом 2-0. Победу одержала команда «Зенит». Хочу еще сюда прийти.